Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. Сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Poco C65. Что это такое, с чем это едят и зачем он вообще нужен на его G85. Зачем? Сразу спойлер. Наверное, за тем, что это у нас ультрабюджетник с прямыми гранями. Никакого вам шима, здесь у нас IPS-экран, 90 Гц, и если говорить про, допустим, какие-то его возможности, все максимально скромно. Почему? Потому что 260 тысяч баллов в Antutu, с одной стороны, с другой стороны, довольно неплохие фотки за его деньги и за его ценник, и понятно, что вполне возможно вы смотрите этот обзор, когда нет никаких распродаж, но это именно тот лоу-кост, который стоит чаще всего $100, либо чуть-чуть меньше. Если про плюсы сказать с самого начала. Разумеется, то, что здесь есть мини-джек, это плюс, но нет инфракрасного порта для Xiaomi Poco, это довольно странно. Не самый ужасный звук, довольно неплохая автономность, опять же, относительно его конкурентов. И я буду рассказывать по возможности о всех дешевых смартфонах, бюджетных смартфонах, чтобы никого, как говорится, не оскорблять. И будем пытаться найти что-то лучшее. Вот здесь у меня, допустим, Realme новый. Я его также покупал на Али на распродаже. Эта штука вышла мне меньше, чем в 10 тысяч, как и большинству из моих подписчиков. Поэтому мне интересно, что он может. Претензий у меня к нему, разумеется, море. Но мы всегда держим в голове, что дешевле уже, мне кажется, ничего и не бывает. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон стандартно в желтой коробке, как у всех Poco, с названием модели и краткими характеристиками. В комплекте у нас краткое руководство, сам смартфон, притом без защитной пленки. Это, конечно, плохо, но большинство ультрабюджетников так и поставляется. Без чехла, блок питания на скромные 10 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти до 1 терабайта. Poco C65 весит 195 граммов, а габариты составляют 168 на 78 на 8,5 мм. Розыгрыши море, читаем описание, как и сейчас актуально. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Иногда один раз за 2 месяца, но сразу 10. Как раз 11 числа так и будет. Приходите, когда буду презентацию Poco переводить, как раз разыграю. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там сейчас распродажа, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В личном телеграм-канале можете исходники с Poco C65 и фотографии тоже скачать. Как раз рассмотрите на своем компьютере. Poco C65 можно приобрести в черной, фиолетовой и синей расцветке. Дизайн смартфона лично мне нравится. Смартфон имеет прямые грани, неплохо оформленный блок камер и в целом все довольно аккуратно. Рамка выполнена из пластмассы, как и тыльная часть. Лежит C65 в руке удобно, но это индивидуально, так как однозначно прямые грани кому-то могут казаться слишком неудобными. Качество материалов на свою стоимость, что можно сказать и про сборку. Ну, я бы даже сказал, что сборка чуть лучше, если бы не ужасная дырка под салазки. Плюс Type-C-шник не по центру. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0. MHL подключение смартфон, очевидно, не поддерживает. Далее есть микрофоны и динамики. Звучание моно, качество звука хорошее для этой ценовой категории, но не лучшее. Но опять же, в эти деньги плюс-минус у всех одинаково, и это из лучших. Плюс за то, что в настройках есть предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Для Bluetooth устройств C65 оснащен не только основным набором аудиокодеков, а их очень много. На экране вы можете наблюдать список. Bluetooth версии 5.3 это прям круто. Вибромотор я слабым не назову, но он один из самых дешевых и настраиваемый. Мини-джек на 3,5 мм в наличии, а вот ИК-порта нет, за что отдельный минус. Очень непривычно иметь Poco или Xiaomi без инфракрасника. Далее, Poco C65 оснащен IPS-экраном на 6,74 дюйма, плотность пикселей скромная 260 ppi, разрешение 1600 на 720 пикселей, тоже ультра скромный, экран плоский, рамки заметные, как в целом и подбородок, отдельный минус за каплевидный вырез под фронтальную камеру. Вот от этого уже пора уходить. То есть это прям совсем дешман. Защищен дисплей стеклом Corning Gorilla Glass. Яркость 450 нит, пиковая 600 нит. Разумеется, я ее не получил. На 100% яркости он выдает 445 люксов, а с включенной автоматической регулировкой яркости 524 люкса. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно. В принципе, если не использовать на ярком солнце, яркости хватает. Частота обновления экрана максимум 90 Гц. Тест на частоту дискретизации касания ничего хорошего
хорошего не показал, что и стоило ожидать. Все плохо, но так и должно быть за эти деньги. Мультитач на борту, но экран плохо откликается на 10 касаний одновременно. С другой стороны, iPhone на 5 касаний максимум откликается, поэтому медленный отклик на 10 касаний уж получше будет. Для защиты зрения имеется сертификация TUV Low Blue Light и TUV без мерцания. В использовании лично я никакого дискомфорта от экрана не ощутил. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но не быстро. Завести можно до 5 отпечатков пальцев. Плохо только то, что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Распознавание лица срабатывает неплохо, даже под небольшим углом. Зарегистрировать можно до 2 лиц, за что отдельный плюс. Летим дальше. Процессор в Poco C65 установлен MediaTek Helio G85. Я не знаю, где они их находят, но в общем находят. Это очень плохо, что они у них еще в стоке, потому что техпроцесс здесь 12 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 2 ГГц. По мощности это примерно то же самое, что лет 8 назад Huawei запихивали, правда во флагманские. Графический процессор ARM Mali G52MC2, интерфейс MIUI 14 Global на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR4X и на выбор 6 или 8 ГБ. Внутренняя память очень медленная, eMMC 5.1 на 128 ГБ или 256 ГБ. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей с 7-20 бендом, 5G смартфон не поддерживает, опять же, что неудивительно, связь смартфон ловит хорошо, виртуальный датчик приближения работает плохо. NFC-модуль в наличии, на данный момент можно установить спокойно MirPay и спокойно оплачивать покупки NFC-модулем. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. GPS-тест показывает стандартную точность в 1 метр, потому что здесь у нас МТК-шный Mediatek и определяет все очень долго. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку до 18 Вт, напоминаю, что с ним идет 10-ваттная, и технологию PD. От 0 до сотки в среднем смартфон заряжается за 2 часа 12 минут, никаких 1,5 часов я не получил ни от одной из зарядок. В PC-марке смартфон выдал не лучшие 6 часов 42 минуты, а скажем так худшие, и в Work Performance 8971 балл. При просмотре видео на YouTube у меня уходит аж 11% заряда, иногда 9, вообще рандом, но вот так, что есть, то есть. В играх уходит иногда 20%, иногда 25%, в зависимости от игры. Но это не игровой смартфон однозначно, в какой-нибудь PUBG New State на минималках, либо в PUBG Lite вы сможете играть. Но лучше в PUBG Lite это максимум. Либо в шашки, шахматы, ну вы поняли, в казуалочке. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест смартфон проходит следующими результатами. 86 гипсов минимально, 126 гипсов максимум, в среднем 115 гипсов на 100 потоках при 40 минутах. На 100 потоках при 60 минутах 143 гипса минимально, 165 гипсов максимально, в среднем 153 гипса. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D Mark и остальных тестах вы видите на экране. В Antutu выбивает 269 тысяч баллов, и это, конечно, печально, потому что для комфортного использования нужно минимум 400 тысяч, иначе у вас будет оболочка подлагивать. Но так как эта оболочка не перегружена и она обрезана, в принципе, работает смартфон неплохо. Storage тест показывает 15 тысяч, это ультра мало, ультра плохо, и могли бы они хотя бы на памяти не сэкономить. Poco C65 имеет блок камер с 2 сенсорами, вспомогательным сенсором и LED-вспышка. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.8 и искусственным интеллектом, а также макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Запись основного сенсора доступна в 1080p 30 fps, фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с апертурой 2.0, запись фронтального сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps, на борту имеется макрорежим, портретный режим, различные фильтры, вспомогательные функции, к примеру, цифровая стабилизация и не только. Если покупать смартфон без учета того, что нужно хорошее качество фото и видеосъемки, то данная модель неплохой выбор, но только со скидками или на распродаже. Короткие примеры вы сейчас увидите. Фронталка, и это 1000 лет назад была столица Ханоя. Столица Вьетнама, точнее сейчас это Ханой. А это фронталка. А это вот основная камера той же столицы. И, разумеется, рыбки. Съемка с одной руки, теперь с 2 рук. Теперь я пытаюсь аккуратно снимать. Но все равно со светом, видите, какая экспозиция. Вообще совсем беда, но это не удивительно. Да, вот так, ногами. Потому что мышцы ног сильнее, более выносливее. Народ возит. Туристов. И немного фронталки. Да, не очень туристический день, но зато вы видите, как работает. И, к слову, хочу отметить, говорят, что довольно часто с этих лодочек туристы от желания сфотографироваться падают.
Слушай, C65 не должен был в воде быть, но он весь в воде и пока снимает. Рад я тому, что он снимает, но не тому, что он в воде. И еще и запотевает моментально, конечно. Немного в музее войны Вьетнама. И немного фронталки в музее войны. Французской башни. 1080p 30 fps, если вы будете такими людьми, которые снимают против солнца, разумеется, это неразумно. И фронталка также 1080p 30 fps, вполне, кстати, достойно, учитывая стоимость. Чем хороши фронталки у бюджеток, никогда не устаю повторять, это тем, что, может, даже 10 раз за ролик будете слышать, чем она хуже, тем лучше вы выглядите, никаких улучшалок вам не надо. Вот. И капли, конечно, это уже дичь какая-то вместо выреза. Пусть даже вырез будет огромный, но капли это дичь. Очень тяжело ощущается, особенно когда знаешь, сколько ты в рублевом эквиваленте заплатил за него. Минусы: зарядное устройство в комплекте только на 10 Вт, нет чехла и пленки в комплекте, медленный тип внутренней памяти, монозвучание, нет АК-порта, каплевидный вырез под фронтальный сенсор, датчик приближения работает плохо. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В этом ценовом сегменте плюс-минус все одинаково, но этот смарт показал себя по мне неплохо. Резюмирую, если говорить про смартфоны этого ценового сегмента, многие мне напишут, ну лучше брать какой-нибудь третий эшелон, Infinix, Tecno, еще что-то подобное. На распродажах я вам скажу нет. То есть, если вы можете приобрести себе эту штуку за 9000 рублей, то однозначно лучше покупать его, чем что-либо с приставкой Infinix. Почему? Потому что эта штука может у вас прожить чуть-чуть дольше. Но если говорить про удобство использования, напоминаю, что любые ультрабюджетники необходимо стараться покупать с максимальным количеством оперативной памяти. Многие будут писать, что вот нужно включать какие-нибудь там особые режимы, но здесь и так очень скромная автономность, вы это запомнили, надеюсь. Если говорить про яркость, мы привыкли, и вы, и я в моих обзорах видеть яркость 1100 люксов, 700, 900. Но по большому счету включите автояркость, и у вас она будет где-то примерно до 400 люксов в помещении. Так что этой яркости для работы со смартфоном в помещениях хватает за глаза и за уши. Какая у меня основная претензия к этому смартфону? Это, разумеется, капли, потому что капли это дичь. Капли она прям бесит в бюджетках. В бюджетках уже должны быть дырки. Все-таки 24-й год на дворе. Понятно, что они в 23-м это все делали. Понятно, что здесь есть подбородок. Меня очень сильно расстроила вот эта дырка, конкретно у меня под лоток под сим-карты и карту памяти. Но в целом смартфон со своими задачами справляется. NFC есть, GPS есть, экран не самый убогий, что я видел. И за свои деньги я могу его советовать. Повторяюсь, что моя позиция проста. Если распродажа, то лучше брать бренды А-эшелона. И не надо мне писать по поводу старых или новых брендов. Напоминаю, что Tecno и Infinix в 2 раза дольше живут, чем Xiaomi. Не говоря уже, там, наверное, в 5 раз дольше, чем Poco. Но если вы сравните операционки и то, как лагает смартфон за 10 тысяч рублей от них и от какого-нибудь А-эшелона, не считая Samsung, Samsung и за 30 тысяч лагают, то, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Ловим скидки, неважно, что вы будете приобретать. Redmi, Poco, Xiaomi, Realme или еще что-то подобное. На старте продаж ультрабюджет стоит адекватных денег. Либо во время распродаж лютых. Во всех остальных случаях их рассматривать не стоит вообще никакие. Девайсу от меня однозначно да за те деньги, что я его купил. Я его за те деньги и продам довольно легко. Добра и удачи вам, дорогие друзья.